Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. 2024 год. События 2024 года. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. Спросим у карт, каковы будут их подсказки. 2024 год – это по восточному календарю у нас год дракона, или по китайскому календарю. Так вот, дракон – это вообще то животное, которого в действительности нет, как ни странно. Вот этот мифический знак, он, тем не менее, нам говорит о том, какой будет год. Есть такое предание, что дракону подвластно все. И дракон, кстати, может пойти где-то на риск и выйти все равно победителем. Он надеется сам на себя. И самое главное, дракон, как птица Феникс, возродится из пепла. Очень символично как раз этот год нам говорит о том, что будет отстраиваться словно новая структура. Это будет что-то совершенно не похожее на прежний порядок. Мы не избежим каких-то перемен, может быть, новая система иерархии. И в понимании про дракона это словно, знаете, момент возрождения, но оно проходит через разрушение. Неизбежно старый порядок, какие-то принципы, то, что устарело, оно должно быть исключено из нашей жизни, словно разрушено, для того, чтобы на это место пришло что-то совершенно новое. И очень символично, потому что в 2024 году еще и Плутон у нас окончательно перейдет в знак Водолей, и будет много преобразований. Вот как и планетарные явления, которые уже начали происходить в 2023 году и потихоньку нас перестраивают в сторону будущего, так и даже если берем восточный календарь, то все равно есть много таких совпадений и реальных изменений, которые приведут так или иначе все равно к непредсказуемым где-то событиям. И в течение года возможно все, возможны метаморфозы. Мы не раз у себя спросим, куда же я иду, где мой фарватер стабильности, что для меня будет важным, что для меня будет на последующие годы в приоритете, и нам захочется какой-то надежности. Некоторые ситуации в течение года потребуют от нас силы воли и мужества. Плутон в течение года будет нам также навязывать необратимые изменения. Под влиянием Плутона невозможно изменить как бы курс, направление. На нас будут всех влиять те события, которые происходят вокруг нас. Это те обстоятельства, которые мы не сможем изменить. Но вот как раз свою жизнь словно подстроить, адаптировать под новые реалии вполне будет в наших силах. Ну давайте узнаем, что думают карты Таро. И сегодня у нас 3 колоды. Первая у нас будет колода золоченого Таро. И давайте мы зададим самый главный вопрос. Важное событие. Или чем запомнится мне 2024 год. Что нового войдет в мою жизнь? Или что, может быть, начнется? Какие-то события, которые именно с приходом чего-то нового будут связаны. И какие неожиданные события, такую карту мы тоже достанем. И на колоде Таро Люминатов. Первая карта. Что меня будет радовать? Какие события будут мне во благо? Или что у меня получится осуществить, решить? Что изменит мою жизнь к лучшему? Что будет мне помогать? Ну и достанем карту, а что мне будет мешать или препятствовать? Давайте узнаем. И у нас есть еще одна колода, это 78 дверей, но мы откроем их позже, достанем карты и спросим, какие двери передо мной будут открыты в 2024 году или что я смогу осуществить. Ну давайте будем смотреть важное событие. Паш Пентаклей. Вы знаете, какой-то новый проект, а я бы сказала, как жизнь с чистого листа. Паш
Маленькая карта по значению, но тем не менее значение у нее очень в плане прогресса, очень стабильно, надежное, длительное, и все с увеличением, как с увеличением денег, так, когда мы делаем карьеру, начинаем с чего-то, может быть, как начальный этап, да, у каждого он по-своему, но в последующем это для нас тоже прогресс, перспектива, нет ничего невозможного, и до практически любой высоты мы можем достичь. Это может еще и означать для людей творческих, когда мы тоже новый проект какой-то начинаем или в каком-то новом качестве мы что-то начинаем. И тоже это на длительный срок. Это своего рода где-то марафонский забег, может быть, на десятилетия. Для кого-то из вас это правда жизненный этап, вот, наверное, как по Плутону, это до 43-го года. Вот что-то такое важно, хорошее, мои дорогие весы, вы можете заложить практически в 24 году, что вам в последующем придаст уверенности, материального достатка. Мы спрашиваем важное событие, чем запомнится год. Путь наверх, мои дорогие. Вот так. Давайте откроем вторую. Что нового войдет в вашу жизнь? Или что начнется? Попытаться прочувствовать себя в разных направлениях, прежде чем я определюсь. Может быть, какая-то многозадачность, может быть, и где-то усталость. То есть нам придется себя перестраивать, правда? Какой-то этап мы завершаем. Мы спросили, что нового войдет, а нам говорят, нам с чем-то старым нужно будет разобраться. Видимо, в 24 году в первую очередь, словно какой-то гештальт мы должны закрыть и окончательно освободить как раз пространство и время, и наши силы для того, чтобы что-то новое вошло в нашу жизнь. Это первая трактовка. С другой стороны, конечно, карта нам говорит режим труда и отдыха. Отдыхай, иначе тебя на все не хватит. Нам, может быть, придется работать вот в этом режиме многозадачности. У нас, безусловно, хватит на это физической формы, но потребует все-таки проявить к себе самому определенное сочувствие, что ли. Мы должны отдыхать полноценно. Для кого-то из вас что новое? Захочется завершить быстрее, какие-то решить вопросы, чтобы они не тяготили и не тянули где-то нас назад. Каковы неожиданности? Тут может вообще все поменяться. Мы можем отправиться туда, куда не собирались. Может, если мы сказали в начале видео, что обстоятельства будут на нас влиять, и здесь как раз по 8 жезлов проигрывается сама по себе неожиданность, как неожиданная информация, так и какая-то возможность, может быть, переезда для кого-то или поездка к вам, к приезда какого-то человека. Это тоже будет оказывать влияние на нас. Так и от нашей быстроты реакций тоже будет зависеть наше качество жизни. Какие-то внезапные перемены могут приходить на наш порог с какой-то новостью или с каким-то предложением. И насколько быстро мы откликнемся или насколько мы правильно провзаимодействуем, будет зависеть наша перспектива и наш успех. Давайте мы посмотрим, что будет радовать или какие радостные события. 6 кубков. Прекрасно. По этой карте что нас радует? То, что ваша, наверное, сильная сторона это дипломатия. И как раз нам всем будет не хватать где-то дипломатии. Но у вас есть возможность со всеми договориться. У вас есть возможность правильно себя преподнести. У вас есть, ведь 6 это всегда победа. Значит, где-то через правильное взаимодействие с людьми, с окружающими, вам будут удаваться решить очень многие вопросы. А также для кого-то из вас это буквально может означать взаимопонимание в личной жизни, возобновление каких-то, может быть, отношений или те отношения, которые, например, были какое-то время на расстоянии. Может быть, вы по какой-то причине были со своим человеком в разлуке или не могли съехаться, и тут тысяча каких-то препонов могла быть. А тут, скорее всего, вы осуществите. Я бы сказала, для кого-то из вас это личная жизнь, которая тоже, если была, в каком-то непонятном, опять же, статусе, то здесь она примет наиболее конкретные формы. Баланс в личной жизни добавляет нам и уверенности, и стабильности, и радости от дня сегодняшнего, так и уверенности
как бы наперед, в прогрессе, какая-то, ну, положительная сторона, когда нас что-то вдохновляет больше, когда нам хочется творить, может быть, для людей творческих, особенно это будет проигрываться хорошо. Одним словом, 6 кубков всегда приятные отношения, и которые именно основаны на искренних отношениях, доверить друг другу, и когда мы друг друга не переделываем, а именно воспринимаем такими, какие мы есть. Достаточно поводов будет у вас для радости именно через личную жизнь, через любовь и взаимопонимание. Что нам будет помогать? Прекрасно. Это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Но вообще энергетика карты, что нам помогает, когда само по себе благополучие значений проходит по этой карте, когда для нас все важно, и как мы выглядим, и наше состояние здоровья. И карта не говорит о болезнях, нет, здесь нам говорят о здоровье, что мы бы уделяли себе время, может быть, своему имиджу, чтобы у нас хватило физических сил, может быть, вынести какую-то нагрузку, так было достаточно и бодрости, и уделили внимание своей мечте, своему имиджу, как мы выглядим, как мы себя позиционируем в обществе. Для королевы Пентаклей важно все, потому что она создала себя сама. Вот и карта нам говорит, когда мы занимаемся своими делами, своей мечтой или тем, что для нас как будто в приоритете. А в приоритет как раз мы ставим-то и себя на первое место. И нас это переключает, может быть, с прежних какой-то ситуации, когда вы всем помогали или относились к чему-то, ну, я не могу отказать там, допустим, да, или был какой-то период сложный, а здесь нам хочется быть более свободными по времени. Именно отстраиваем благополучие, изобилие, процветание, все то, что идет по этой карте из какого-то хаоса. Мы отстраиваем порядок и наше место безопасности, комфорта, стабильности, надежности и материального достатка. Вот все вот это в целом нам помогает. Давайте узнаем, а что нам может помешать. Ну вот внезапности, вот интересно, вот одна карта напротив другой выпала, и значение этих карт ведь, в общем-то, близко. Как и человек, который может внезапно ворваться в нашу жизнь, или какое-то событие, или обстоятельства. Так и по этим картам мы должны быстро принимать решения, или какая-то, в принципе, внезапность все-таки проходит. И мы сказали, что да, 2024 год, он может, ну, характеризоваться тем, что внезапно что-то начинает в пространстве меняться, и от нашей реакции, быстроты оценки ситуации будет зависеть, ну, наверное, наше изобилие, процветание, комфорт, достаток и все остальное. Нам придется сохранять это, сохранять самого себя, сохранять свои отношения. Это все то, что к нам приходит. Это то, что у нас есть возможность создать, увеличить, приумножить, свои проекты какие-то тоже. Но, видимо, какая-то турбулентность, мои дорогие весы, она все-таки вокруг будет присутствовать, и это правда, с учетом даже Плутона, и к этому надо быть где-то морально готовым. И если мы говорим об эмоциональной или психологической устойчивости, люди могут вести себя по-разному, где-то нам может быть и тяжеловато от этого, но все равно держать руку на пульсе придется. Нельзя как будто расслабиться. Посмотрите, ни одной карты об отдыхе нам вообще не говорят, хотя перегруз определенный есть. Отдых в плане восстановить силы, но не в плане расслабиться. Увы, нет. Давайте на колоде 78 дверей. Поэтому в значении, что мне может помешать, вот именно сам по себе период метаморфоз, каких-то быстрых событий, когда придется переключаться с одного на другое, быстро куда-то поехать, собраться, не отложить на завтра, а вот какая-то такая, ну, как американские горки временами, видимо, может напоминать вам этот год. Вот такой аттракцион, и тем не менее держим руку на пульсе. Скучать зато будет некогда, мои дорогие весы, и это уже благо. Где-то так в уголке не задремлем, это факт. Что-то и важное для нас будет. С этого началось, Паш Пентаклей.
уделять, видимо, внимание какому-то своему проекту или сделать выбор в отношении чего-то конкретного, и потом как будто эту ситуацию педалировать и педалировать. Как бы не было сложно, все равно вот нужно что-то выдержать, пройти, как построить и ну, буквально теплые какие-то доверительные отношения, как уделить внимание своим собственным мечтам или намерениям, самореализации, по сути дела, так и финансовой какой-то составляющей. И все это вместе происходит в каких-то изменяющихся условиях. Вот такой год видят карты. Давайте мы спросим, какие двери для вас, мои дорогие весы, будут открыты в 2024 году. Я больше даже карт не буду тянуть, потому что у нас выпадает карта Солнца, мои дорогие. Здесь вы к своему солнышку поворачиваетесь, понимаете? Это карта счастья, это карта достатка, исполнения желаний и того, что у нас все может осуществиться. То, что вы, как бы не было, видимо, тяжело или где-то сложно, в итоге мы приходим к тому, что вот как эта королева Пентакли, которая создала вот этот райский сад, среди которого она находится, своими руками. Вот нам и придется, видимо, своими руками создавать свое благополучие, изобилие, процветание, свое счастье, где-то уделять личной жизни внимание, но, видимо, благодаря вашей дипломатии, благодаря вашим ценностям, вот, например, ценность семьи, да, отношений, вы тоже, прикладывая усилия, сможете достичь счастья, вторично процветание, изобилие. Когда почувствовать, наверное, себя в итоге, если не в течение 2024 года, то уже к окончанию где-то. А я так думаю, как бы не было тяжело, тут будут, посмотрите, много моментов, которые будут радовать. У нас что-то будет получаться, понимаете? Даже тот проект, который практически где-то с самого начала или почти с нуля. Если мы спросили, какие двери будут открыты, то по карте Солнца это как хорошее здоровье, как триумф, получение заслуг, наград определенных. У кого-то это может быть связано, кстати, с рождением ребенка, правда? Или счастливое супружество, мы говорим, счастливые отношения в паре. В целом материальное благополучие и изобилие, процветание. Вот такие двери, все двери перед нами открыты. Дверей как таковых нет. Тут перед нами возможности. Что я смогу осуществить? Да, давайте достанем еще одну карту. Мы выйдем, наверное, вот из какой-то такой, словно клетки, или из какого-то периода ограничений, из того, когда нас что-то удерживало, или когда мы не могли что-то начать, или боялись что-либо начать. Нам казалось, что казалось именно, что есть какие-то либо угрозы, либо ну, что-то может нам повредить. А здесь как будто нет. Мы увидим какую-то реальность новым свежим взглядом и поверим окончательно в собственные силы. И какие-то сомнения, какая-то тяжесть буквально физическая, мы в процессе от этого все равно уходим. И знаете, по девятке мечей ведь это то, чего, по сути дела, нет. Это то, что нам где-то может показаться. И вот она, если прежняя какая-то картинка, она нам виделась вот в таком цвете. И теперь у нас карта Солнца. Мы говорим, что я смогу осуществить. А вот как раз выйти из длительного периода ограничений, какого-то стопора, может быть, своих собственных где-то заблуждений, эмоций. Но, значит, это нам во благо, это нам для нашего счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие, весы и будьте счастливы и любимы всегда.